Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Живи в Радости. Мое имя Владимир. И сегодня мы с вами будем готовить необычное блюдо. Я так даже нет названия у этого блюда. Вы можете сами его придумать или давайте вместе его придумаем. Это будет тюнинг или прокачка пельменей. И все это мы будем с вами делать в казане на костре. Какие наши ингредиенты? Так, пельмени у нас 2 килограмма. У нас покупные, купил в ленте, недорогие, семейные называются. Написано, что они с говядиной. Ну, короче, неизвестно, сколько там говядины, сколько это. Но это недорогие пельмени, и поэтому мы и будем их прокачивать. Вообще пельмени, ну, практически все любят. Но не все любят их катать и так далее. Я тоже не люблю катать и не умею этого делать. Поэтому будем использовать пельмени покупные. Будем использовать грибы. Вы можете любые тоже использовать, разные грибы. Я буду использовать шампиньоны. У нас тут килограмм шампиньонов. Так, чесночок у нас где-то зубчиков 8-9 где-то. Так, также мы будем использовать сыр. Это 3 разных вида сыра. Я взял сливочный, ламбер и моцарелла. Так, будем использовать сливки. Я взял 10%, 1 литр. Ну, неизвестно, сколько мы там нальем. Будем смотреть, чтобы не перелить и не долить. По специям. Что у нас со специями? Специи у нас соль, паприка и смесь перцев. Тут есть и другие специи. Ну, это уже на ваш вкус. Можете добавлять другие специи, можете не добавлять, но мы будем использовать такие. И жарить мы будем на подсолнечном масле. Так, друзья, давайте сначала приготовим наши ингредиенты и потом уже будем спокойно готовить. Так, первым делом давайте нарежем грибы. Грибы не будем сильно мелко резать, потому что, во-первых, чтобы они ж ужариваются, и чтобы от них там что-то было, видно их было хотя бы на уровне пельменей. Ну, вот на 4 части вот такие. Если грибочек там маленький попался, давайте тогда на 2 части. Все, нарезаем. Грибочки, шампиньоны вы можете использовать и лисички, какие угодно. Грибы — это всегда вкусно. Вкусно, питательно, сытно. Так что нарезаем на 4 части. У нас сегодня дождь поливает, ужас просто. Нет, с утра была нормальная погода, потом как ливанул. Я с Тимошей гулял, бедный Тимоша, весь мокрый. Короче, еле отмыл его. Грязный, мокрый. Так что сейчас все под навесом по максимальному. Сейчас еще нарежем, я еще ближе казан поставлю. Ну, оно, в принципе, быстро готовится блюдо. Поэтому, я думаю, сильно намокнуть не успеем. Единственное, будет с дровами, наверное, проблема. Вот так. Так, вот 4 части. Не маленькие шампиньоны. Были, я тоже в ленте покупал. Были там, конечно, вообще малюсенькие. Они стоили там также по малюсенькому. Грибы порезали. Приступаем нарезать чесночок. Придавливаем, как обычно. И нарезаем небольшими кусочками. Так. Нарезаем. Конечно, погода у нас ужасная. То снег, то дождь. Но не минус 20, конечно. Сегодня где-то у нас плюс 8 на улице.
Хоть и дождь, но плюс 8. Скажете, вот придумал, прокачка пельменей. Не, ну а если покусные невкусные, то надо же их прокачать так, чтобы было вкусно. Так, грибочки порезали, чесночок порезали. Приступаем к сыру. Так, я вначале не сказал, ну, где-то используем по 200 грамм, ну, примерно 200, там, 150 на глаз. Трем сыр на крупной терочке. Натираем. Есть, конечно, продается уже типа потертый там, но я такой не видел. Натираем сыр. Так, ну все, нарезали вроде, все приготовили. Осталось дело за малым, за пельмешками. У меня тут пельмени 900 грамм, так что будем добавлять из другой пачки. Так, такие небольшие пельмешки. Ну, сразу, естественно, мы все обжаривать не будем. Будем обжаривать их партиями. Вот так. Разжигаем огонь. Трава опять сырые. Ну ничего, мы их подпалим. Нам ни дождь, ни снег, ни помеха. Опять без помощников сегодня. Ужас какой-то. С Тимошей. И то Тимоша сидит в комнате там с кошками. Греются. Ничего, мы вкусняшки зато готовим. Огонь у нас уже разгорелся почти. Как всегда, красиво. Люблю эти моменты. Я думаю, вам тоже нравится, как горит огонь. Красота. Ставим наш многоуважаемый казан на 12 литров. Дадим ему нагреться слегка. Наливаем масло сразу по стеночкам казана. Ну, где-то миллилитров 300, наверное. Чтобы у нас прожарилось все хорошо. Да не, наверное, больше. Литров 500. Шумовочкой по стеночкам казана не забываем, чтобы у нас все стеночки, все было смазано. Аккуратненько вот так. Дадим маслу нагреться. Так, масло наше накалилось. Отправляем пельменчики туда. Жарим частями. Сразу помешиваем. И нам надо жарить. Не варим, а жарим. Огонь на максимум. Пельмешки наши уже поджариваются. Огонь на максимум. Вот уже пельмешки у нас уже поджарились. Уже видите, коричневенькие стали. Красивенькие, запах сказано. Выкладываем. Так, в ход идет следующая партия. Наверное, на 3 партии разобьем, чтобы быстрее прожарились. Сразу помешиваем, чтобы они у нас не подслепались. Вторая партия у нас уже готова. Выкладываем. Их уже можно есть, они уже готовы. Отправляем последнюю партию.
Третья партия у нас дожаривается. Перемешиваем. Оставляем. 2-3 минуты. Опять перемешиваем. Так, третья партия у нас уже готова. Уже поджарились. Достаем. Отправляем в казан грибы. Обжариваем их до готовности. Запах с казана. Грибы бросили, сразу и грибами начало пахнуть. Но блюдо получится очень вкусное, очень. Помешиваем. Ну, тоже не сильно часто, но помешиваем. Дождь на улице, погода такая. Хорошо навес есть, а так бы мог бы с зонтиком бы под дождем бы. Так, грибочки у нас уже поджарились. Смотрим, если масла немного в казане, то в принципе можно грибы не доставать. Много масла тоже нежелательно, чтобы осталось. Отправляем чесночок. Перемешиваем. Ой, запах какой пошел. Чуть поджарим чесночок с грибами. Буквально минутку поджарим слегка. Так, на этом этапе делаем огонь на минимум примерно. Отправляем в казан сливки. У меня 10%, около литра. Надо, чтобы чуть-чуть как раз грибы вот покрыло, немножко вообще. Так, на этом этапе солим и перчим. Ну и у кого какие приправы есть еще, кто может какие-нибудь захочет. Перчим. Немножко добавим паприки. Где-то, может, чайную ложечку. Перемешиваем. Отправляем в казан наш сыр. Ну, вы понимаете, да, уже, как это будет вкусно. Перемешиваем. Отправляем наши пельмешки в казан. Красота какая. Перемешиваем. Мешать надо почаще, чтобы у нас ничего не застоялось, не подгорелось. Огонь на минимум. И все это мешаем, желательно почаще. Вот такое у нас уже получается блюдо. Помешиваем, чтобы оно у нас не пригорело. Сыр должен растаять. Так, блюдо наше уже готово. Достаем. Вот такая красота. Сливочно-сырный соус с чесночком, с грибочками. Пельмени шикарные просто. Друзья, ну вот мы с вами и прокачали эти пельмени. Выглядит аппетитно, красиво, вкусно. Даже сейчас попробую. Ну-ка. Сырный, сливочный вкус с грибочками. Вообще просто очень вкусно. Это блюдо можно приготовить не только в казане, но и дома. Кто хочет прокачать пельмени прям, готовьте дома, готовьте в казане. Это вообще прям вообще вкуснятина получилась. Ставьте лайки, пишите комментарии,
Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующих видео. Всем большое спасибо за просмотр. До свидания. Пока-пока. Да, теперь так. Вот кто теперь будет это все есть? А сколько ж вы себе наложили? Как с того анекдота. Вообще вкуснятина, конечно. Так, пойдем пробовать.